13 ряд. Соединительная петля во второй столбик, одна воздушная петля подъема, ракушка вокруг этого же столбика. Две воздушные петли. Вокруг следующего столбика, который у нас был в арке, вокруг него выполняем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Провязали 4 столбика рельефных лицевых и теперь закрываем их в попкорн. Далее 2 воздушные петли и у нас уже раппорт повторяется. Вокруг второго столбика следующей ракушки выполняем ракушку. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Четырнадцатый ряд. Соединительная петля во второй столбик, одна воздушная петля подъема, ракушка вокруг этого же столбика. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем ракушку вокруг второго столбика следующей ракушки. То есть вот эти арки двух воздушных петель и попкорн мы пропускаем. Далее опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее опять ракушка, 5 воздушных, ракушка. И так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. В этом ряду нам нужно будет отметить кое-какие столбики в ракушках. Сейчас я немножко провяжу, и я вернусь и вам покажу, какие столбики нужно отметить для работы в 16 ряду. Итак, вот я провязал несколько раппортов. Теперь берем парочку маркеров. Если маркеров нет, можно использовать просто любую какую-нибудь контрастную нить. Крючком ее проденете в нужный столбик, который я сейчас покажу, да и дело с концом. В общем, нам нужно отметить первый и третий столбики в каждой второй ракушке. То есть 2, 4, 6, 8 и так далее. Можно отмечать не все, конечно же, столбики. Можно отметить только, вот, например, во второй. И далее вы уже будете просто наглядно видеть. Можно вообще не отмечать. Можно просто эти столбики запомнить. Ну, для наглядности первый раз можно отметить, а в дальнейшем уже не нужно будет отмечать. Вот, берем, помещаем на второй ракушке, на первый столбик и на третий столбик. Все. И так просто на каждую вторую. 2, 4, 6 и так далее. Еще раз говорю, можно в принципе не отмечать вообще. Можно просто их запомнить. 15 ряд. Соединительная петля во второй столбик, одна воздушная петля подъема, ракушка вокруг этого же столбика. Далее 2 воздушные петли. Я маркеры оставил специально, чтобы вы видели, кто будет с маркерами вязать, чтобы наглядно это было. А так неудобно, конечно, очень сейчас с маркерами, но ничего. Так, сделали ракушку, 2 воздушные петли, накид на крючок. Вокруг первого столбика следующей ракушки выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом.
1 воздушная петля. Вокруг второго столбика этой же ракушки выполняем ракушку, то есть провязываем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее 1 воздушная петля и выполняем вокруг третьего столбика этой же ракушки также 1 рельефный лицевой столбик с одним накидом. То есть вот как у нас получается: вокруг первого столбика столбик, вокруг второго ракушка и вокруг третьего столбик. То есть по краям у нас по одному столбику рельефному лицевому и воздушные петли. И в центре вокруг второго столбика у нас ракушка. Все, далее у нас уже раппорт повторяется. Вяжем 2 воздушные петли и здесь просто вяжем ракушку. Еще раз вам покажу. Выполнили ракушку. Следующий второй столб, вторая ракушка. Мы отмечали каждую вторую ракушку. Вот вторая, четвертая получается. Также 2 воздушные, накид. Вокруг первого столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Воздушная. Вокруг второго столбика этой же ракушки выполняем ракушку. Далее 1 воздушная. И вокруг третьего столбика этой же ракушки выполняем также рельефный лицевой столбик с одним накидом. Далее опять 2 воздушные и у нас уже опять раппорт повторяется. Вяжем 1 ракушку. Две воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вот так у нас должно получаться. Здесь также вы можете отметить, можете не отмечать, можете просто запомнить. То есть как мы здесь в 14 ряду отмечали вот эти столбики для работы в 16 ряду, в следующем мы будем с ними работать, так в этом, в 15 ряду мы можем отметить эти же столбики крайние, в 15 для 17 и в 16 для 18 и так далее. Ну, в принципе, можно не отмечать, только вот первый раз можете отметить, чтобы дальше вы уже просто систему понимали, как мы будем работать в дальнейшем с этими столбиками. 16 ряд. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. То есть ракушка вокруг этого же столбика. Далее 2 воздушные петли. Вокруг следующего столбика выполняем лепесток. И также будем использовать столбик, который отмечали в 14 ряду. Итак, делаем накид. Вокруг следующего столбика вяжем 4 незавершенных столбика с одним накидом. 1. Вокруг этого же столбика 2, 3 и 4. Четвертый столбик. Вот 4 столбика вокруг одного столбика провязали, незавершенный, на крючке 5 петель. Теперь накид на крючок, вокруг вокруг столбика, который мы отмечали маркером, вокруг него вяжем 1 столбик рельефно-лицевой с одним накидом. Вот маркеры здесь мешают больше, чем помогают. В итоге провязали 5 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Теперь по 2 петли закрываем. 2 петли, 2, 2, 2 и оставшиеся 2. Все, лепесток наш завершен.
Далее сразу вокруг следующего столбика ракушки, вокруг первого, выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И выполняем ракушку вокруг второго столбика этой же ракушки. Раз столбик, второй и третий столбик. Далее одна воздушная петля и выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг третьего столбика этой же ракушки. Затем сразу вокруг следующего столбика выполняем также 4 столбика незавершенных, то есть лепесток вяжем, 4 вокруг следующего и один, вот, который сразу ниже, который мы отмечали. Вот так вот подхватываем столбик, один провязали, второй, третий и четвертый. Вот, провязали 4 столбика. Теперь накид, и который вот у нас отмечен, вокруг него вяжем еще один. Теперь по 2 петли закрываем. Раз, два, три, 4 и 5. Все, вот мы провязали наши 2 лепестка. Теперь у нас 2 воздушные петли и раппорт повторяется. Я с вами провяжу еще один раз. 2 воздушные петли, ракушка вокруг второго столбика следующей ракушки. Две воздушные петли, накид на крючок и вот вяжем. То есть вокруг этого столбика и вокруг ниже, который сразу. Вокруг этого 4 столбика. Раз. Второй. Третий. И четвертый. Накид. И сразу, который ниже рядом, выполняем 5 столбик. И закрываем по 2 петли, пока не останется одна. Раз, два, три, 4, 5. После лепестка сразу вокруг следующего столбика, первого столбика ракушки, выполняем один рельефный лицевой столбик с одним накидом, одна воздушная, и вокруг второго столбика этой же ракушки выполняем ракушку из 3 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Одна воздушная, вокруг третьего столбика этой же ракушки выполняем рельефный лицевой столбик. Точнее нет, извиняюсь, сразу после столбика у нас сразу идет лепесток. То есть вокруг следующего столбика вяжем 4 незавершенных столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. И сразу столбик, он прям вот виден, он идет ниже, рядом ниже, 5 столбик. Теперь раз, два, три, 4, 5. 2 воздушные, ракушка, и таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вот у нас лепестки такие получаются. Все, вяжем так до конца.